в тихом и уединенном городке, где дома стояли вплотную друг к другу, а узкие улочки вились между старинными постройками, невеста по имени Елена готовилась к своему самому важному дню. В ее жизни все казалось идеальным, она влюблена, с ней был любимый человек, и свадьба должна была стать кульминацией этой сказочной истории. Свадебная церемония прошла великолепно. Гости смеялись и поздравляли пару, их сердца переполнялись счастьем. Но, как и в любой сказке, не все оказалось таким, каким должно было быть. После праздника Елена чувствовала себя странно. В какой-то момент, когда ее муж, Алексей, нежно поцеловал ее в лоб, она почувствовала внезапную слабость. Мир начал тускнеть, и она потеряла сознание. Когда Елена пришла в себя, она не оказалась в своем уютном доме или в каком-то знакомом месте. Вместо этого ее окружала тишина и холод. Она лежала на сырой земле, и вокруг нее был мрак. Поднявшись, она обнаружила, что находится на кладбище, среди старых, покрытых мхом могил. Паника охватила ее, когда она поняла, что не помнит, как сюда попала. Она едва могла дышать, и сердце билось так сильно, что казалось, оно сейчас вырвется из груди. Она встала на ноги, оглядываясь в поисках ответа, но окружающая тьма не давала никакой подсказки. Вдруг, среди мертвой тишины, она услышала его знакомый голос, нежный и полный заботы, будто призрак из прошлого. Это был голос Алексея. «Елена», — прошептал он, как будто он стоял прямо за ее спиной. Ее сердце пропустило несколько ударов, и она обернулась. Но никого не было. Лишь холодный ветер шелестел между могилами. Елена ощутила, как ее тело сковывает страх, но голос звучал снова не в ее ушах, а в голове. «Ты не должна бояться, я с тобой». Ее взгляд метался, она пыталась понять, что происходит. Где она? И почему ее муж, которого она видела живым еще минуту назад, теперь оказался здесь, среди мертвых? Слезы наворачивались на глаза, но Елена не могла понять, что было реальностью, а что кошмаром. Все становилось все более невообразимым, как будто сама реальность рушилась. Вдруг из темноты появился силуэт, и Елена застыла на месте. Это был Алексей, но он был изменен. Его лицо было бледным, и из его глаз не исходила та светлая радость, которую она привыкла видеть. Его глаза были пустыми, как у мертвеца. Он подошел к ней, не спеша, и произнес: «Я всегда буду с тобой, Елена, даже если ты меня не видишь. Мы навсегда вместе». Ее разум захлестнула волна эмоций. С каждым его шагом земля под ногтями становилась все холоднее, и она начинала осознавать ужас происходящего. Это был не просто ее муж. Это было нечто другое. Тень, оставшаяся после его тела. Он протянул руку к ней, и ее глаза встретились с его взглядом, полным туманного отчаяния. «Ты не умер?» – прошептала она, едва веря своим словам. Алексей улыбнулся мертвенной улыбкой. «Нет, не умер. Ты не помнишь, но я всегда был рядом с тобой, даже когда ты не могла меня видеть». Знакомый голос снова прозвучал в ее голове, и Елена поняла, что теперь ее жизнь изменилась навсегда. Мертвая невеста, обреченная оставаться в этом мире среди тех, кто не может покинуть его. Теперь ее тень стала частью этой земли, а ее сердце разрывалось от той любви, которая была потеряна, но никогда не угасала. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.